Мегаполисы. Живой, вечно меняющийся организм. Где-то происходят стройки, где-то сносят старые здания, при этом снося еще и богатейшую и интереснейшую историю. Мы находимся сегодня, как, впрочем, и предыдущие 2 года, в Буэнос-Айресе в Аргентине. И сегодня я хочу вам рассказать очень интересную историю, заслуживающую вашего внимания, потому что мы отправимся с вами на железнодорожную станцию. Но не для того, чтобы ворон считать и смотреть на уезжающие поезда романтичненько, хотя это тоже было бы прекрасно. Нет. Сегодня я расскажу вам, как одна замеченная маленькая деталь способна раскрыть душу, сердце и удивительную историю столицы Аргентины. Поэтому приглашаю вас прогуляться вместе со мной на одну из станций наземной ветки электричек, Митры так называемый, и проведем небольшое расследование, окунемся в увлекательное путешествие. Поехали! Мы пойдем исследовать одну из исторических удивительных деталей Буэнос-Айреса, которая связывает континенты, в которую вложено огромное количество капитала и усилий, и по которой теперь могут ходить сотни людей каждый день и, возможно, даже не знать о том, что же это на самом деле. Итак, что мы видим, ребята? Переходим по наземному переходу. Замечательные элементы, очень красиво смотрится. Он такой, что ли, кованый, металлический, декор, красота. Сколько ног он повидал и сколько веса перенес с одной стороны на другую, не счесть. И до сих пор используется. И вот, обратите внимание, что это? На одной из опор я вижу эту надпись. Арроль Глазго. Началось все в 1870 году. Именно в 70-х годах 19 века была основана компания Арроля, Уильяма Арроля. Сейчас вы видите его на экране, какой галантный джентльмен. И это в свое время, в конце 19 и начале 20 века, была лидирующая в мире компания мостостроения. То есть, среди проектов этой компании был Тауэрский мост в Лондоне, представляете, не хоть бы хны, и Forth Bridge в Шотландии. Собственно, компания и была основана в Шотландии. И в конце 19-го, начале 20 века британцы активно вкладывали капитал и спонсировали строительство сети железных дорог и всего, что к этому прилагается, в том числе и мостов. И вот эти самые конструкции, которые вы видели на экране, они переправлены через океан, огромные расстояния преодолевали через океан, чтобы оказаться здесь и стать частью этой инфраструктуры в Буэнос-Айресе, в Аргентине. Тогда необходимость была в большом потоке экспорта мяса, сельхозпродукции, как добраться до окраины, правильно использовать железную дорогу. И британцы прекрасно это понимали, и именно поэтому сейчас здесь красуется надпись, что эти детали выполнены именно в Глазго. Вот такое вот до сих пор используемое сооружение, которому мы можем радоваться и которым мы можем пользоваться. Но это еще не все, друзья. Обратите внимание на то, как идут поезда. Все дело в том, и мне это просто снесло голову, когда я прилетел, что поскольку британцы спонсировали все это строительство, колесный транспорт наземный, автобусы, автомобили имеют правостороннее движение, и это, кстати, с середины 20 века, а до сих пор железные дороги, метрополитен и электрички левостороннее движение. Поэтому, ребята, это, еще раз, такое историческое напоминание о том, как все начиналось и до сих пор используется. Ну что ж, спасибо, это была небольшая экскурсия, и Буэнос-Айрес стоит в себе еще огромное множество интереснейших моментов, деталей, районы различных национальностей, ирландский, еврейский, британская архитектура, немецкая архитектура. Поэтому, когда вам говорят, что район для жизни очень важен, это буквально так. Ведь тот же самый район Бельграна, он изначально был отдельным городом, который потом, естественно, присоединился к основной этой массе разрастающегося мегаполиса. И буквально каждый район имеет свой характер,
свое историческое наследие, свой контингент, своих людей, определенное общество и повадки. Поэтому, друзья, давайте окунаться в эту сногсшибательную многонациональную культуру вместе. Я приглашаю вас на этот канал, смотрите другие видео и ждите интересных историй. Ведь все мы любим интересные истории, а наш окружающий мир на них очень-очень богат. Чао и увидимся в следующих видео. Hasta luego.